В японском языке есть слово «хагакура» — «сокрытые в листве». Именно так назвал свой трактат самурай Ямамото Цунетомо, диктовавший его ученику Цурамото Тасиро в период между 1709 и 1716 годами. Ямамото Цунетомо – самурай и философ из провинции Сага периода Тэдо. Из его мыслей, высказанных в последние годы жизни, был составлен самый знаменитый кодекс воина – Хагакура, сокрытая в листве. В этом трактате нет ничего красивого о победах. Есть жесткое, почти хирургическое описание того, что происходит внутри человека, когда он позволяет себе колебаться. Когда твои мысли мечутся то туда, то сюда, за размышлениями никогда не последует вывод, писал Цунетомо. Это не поэзия, это диагноз. Большинство людей думают о дисциплине как о качестве, врожденном или отсутствующем, как рост или цвет волос. Но дисциплина не свойство натуры. Это отношение, точнее, постоянно длящийся поединок между двумя силами, живущими внутри каждого человека. Первая – та, что видит горизонт, знает, зачем нужно подняться до рассвета, зачем отказаться от мгновенного удовольствия ради долгосрочного результата, зачем делать то, что тяжело сейчас, ради того, что станет легким потом. Вторая – та, что видит только то, что прямо перед носом – усталость, соблазн, уют дивана, тепло одеяла, мерцание экрана. Первая знает слова «смысл», «цель», «путь». Вторая знает только «сейчас», «приятно», «легко». Именно эту двойственность самураи понимали лучше, чем большинство современных психологов. Они знали, воин, раздвоенный внутри, уже побежден до начала схватки. Я постиг, что путь самурая – это смерть. В ситуации «или-или» без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями, говорил Цунетомо. Речь здесь не о физической смерти. Речь о смерти внутреннего торга, о том, чтобы раз и навсегда перестать переговариваться с собственной слабостью. Потому что торг – это всегда признание, что противная сторона имеет право голоса. Трагедия современного человека состоит не в том, что он слаб. Она в том, что он принял слабость за нормальное состояние переговорного процесса с самим собой. Проснулся, и уже начался внутренний суд. Может, еще 5 минут, сегодня особенный день, завтра начну по-настоящему. Каждое из этих слов – голос слуги, выпрашивающего послабление у хозяина. Но настоящий хозяин не торгуется. Он решает, и это решение не обсуждается. Воин должен принимать решения в течение 7 вдохов и выдохов. Если размышления длятся долго, результат будет плачевным, учил Цунетомо. 7 вдохов – это не поэтическая метафора, это практическая норма, проверенная столетиями боевой практики. Потому что за пределами этого промежутка в игру вступает рационализация. Ум начинает придумывать обоснования для того, чего хочет тело. И чем дольше длится этот внутренний суд, тем убедительнее звучат доводы в пользу капитуляции. Понять природу этого разлада значит сделать первый шаг к его преодолению. В искусстве стратегии необходимо воспринимать обучение как часть повседневной жизни и поэтому сохранять дух неизменным, писал Миямото Мусаси в книге «5 колец». Неизменный дух не значит дух без сомнений. Это дух с устойчивой иерархией. Одна ценность стоит выше другой, и когда они сталкиваются, исход предрешен. Не потому что нет борьбы, а потому что ее исход определен заранее. Японская воинская традиция понимала дисциплину как систему из нескольких опорных принципов, каждый из которых работает не через насилие над собой, а через выстраивание порядка. Первый и главный – занять позицию хозяина, прежде чем начнется движение. Не после того, как возникло желание капитулировать. Прежде. Дисциплина – это не ограничение свободы, это отсечение всего лишнего, сказано в Хагакура Ямамото Цунетомо. Отсечение лишнего – это и есть самурайский метод. Не давить, не удерживать силой, не бороться с соблазном часами. Одним точным движением убрать саму почву для переговоров. Практически это выглядит так. Утро, прозвенел будильник. Все внутри требует еще 5 минут. И именно здесь происходит то, что определяет весь последующий день. Человек либо занимает позицию хозяина, ноги на пол, спина прямо, один глубокий вдох, либо уступает первому же требованию тела и тем самым обучает себя уступать дальше. Потому что каждое такое маленькое решение – это не просто решение, это тренировка.
Каждое «нет» 5 лишним минутам – это удар молота по клинку дисциплины. Каждое «ладно, еще чуть-чуть» – это удар в обратную сторону. Если вы изучаете путь ежедневно, но ваш дух отвлекается, вы можете полагать, что следуете по подлинному пути, но на самом деле это не подлинный путь, предупреждал Мусаси. Нейтральной зоны не существует. Человек либо тренирует послушание, либо тренирует непослушание, третьего не дано. И это открытие, при всей своей кажущейся жесткости, освобождает. Если это обучение, значит его можно переучить. Характер не приговор. Это набор привычек, выкованных тысячами ежедневных решений. Значит, новые решения куют новый характер. Если делать все спустя рукава, 7 из 10 дел будут сделаны плохо. Воин все делает быстро, говорил господин Наосиге в Хагакуре. Это не призыв к суете, это описание особого состояния, когда между решением и движением нет зазора, когда рука берется за дело в ту же секунду, в которую разум это решил. Японские мастера называли подобную технику «ия» – мгновенный удар меча, в котором нет разрыва между намерением и действием. Меч покидает ножны и возвращается в них раньше, чем противник успевает осознать произошедшее. Именно это и есть второй столб самурайской дисциплины – сокращение зазора между мыслью и действием до нуля. Не потому что так легче, а потому что именно в этом зазоре живет капитуляция. Пока человек стоит и думает, стоит ли начинать, его внутренняя слабость успевает выстроить целую систему обоснований того, почему не стоит. Она невероятно изобретательна, эта часть ума. Дай ей секунду, получишь философский трактат в пользу дивана. В искусстве стратегии необходимо воспринимать обучение как часть повседневной жизни, повторял Мусаси. Обучение как часть жизни – это не героические прорывы раз в месяц. Это маленькие ежедневные действия, которые накапливаются в мастерство так незаметно, что человек не успевает осознать момент трансформации. Если вы всегда следуете по подлинному пути, но потом немного отступите от него, впоследствии это малое отступление станет большим, предупреждал Мусаси. Малые отступления – вот подлинный враг. Не катастрофы, не великие падения. Тихие маленькие компромиссы с собой, каждый из которых по отдельности кажется незначительным, а в сумме дают человека, который давно перестал быть хозяином собственной жизни. Третий столб – подготовка поля боя заранее. Самурай не выходил на поединок, не проверив оружие, не выбрав позицию, не оценив пространство. Он побеждал еще до начала схватки, через тщательную подготовку, которая делала поражение маловероятным. То же верно для любой ежедневной дисциплины. Если телефон лежит в пределах досягаемости, искушение не нужно преодолевать силой воли, искушение вы создали сами. Если кроссовки не стоят у двери, шанс выйти на пробежку падает в разы. «Путь познается в тренировках», – писал Мусаси, «но среда, в которой происходит тренировка, либо работает на тебя, либо против тебя». Это понимали и японские архитекторы быта. Традиционный японский дом устроен так, чтобы каждое действие требовало минимального количества лишних движений. Все на своем месте, все доступно именно тогда, когда нужно. Порядок пространства – это порядок мысли. Беспорядок снаружи – это постоянный фоновый шум внутри, непрерывно потребляющий когнитивные ресурсы и ослабляющий позицию хозяина. Четвертый столб – единство намерения, которое в японской традиции называется иссин, буквально «одно сердце». Будь верен текущей мысли и не отвлекайся. Вместо того, чтобы изнурять себя многими мыслями, следуй одной, но позволяй ей меняться от мгновения к мгновению, учил Цунетомо в Хагакуре. Это и есть описание иссин – не рассеивать внимание по множеству одинаково важных вещей, а выстроить внутреннюю иерархию, одна ценность выше других. Не потому, что остальные не важны, а потому что без иерархии ценностей не существует решений, существуют только бесконечные переговоры между равнозначными претендентами на власть. Воин, у которого нет единого намерения, напоминает повозку, в которую запряжены два коня, тянущие в разные стороны. Пыль столбом, усилие огромное, движение ноль.
Это и есть хроническая прокрастинация, вечный самосаботаж, ощущение, что что-то мешает, хотя причины объяснить невозможно. Мешает не обстоятельства и не чужие люди, мешает отсутствие единого хозяина внутри. Дисциплина – это не ограничение свободы, это отсечение всего лишнего, снова напоминает Хагакуре. Отсечение лишнего – это и есть истин, из многих желаний выбрать одно главное и подчинить остальные ему. На практике истин начинается с одного простого утреннего действия, не с составления списка из 20 дел, с одного вопроса, что является главной ценностью этого дня. Не целью, ценностью. Завершенность, присутствие, забота о теле, углубленность в работу. Одно слово, которое становится внутренним ориентиром, и тогда в момент выбора, когда соблазн тянет в одну сторону, а намерение в другую, нет нужды в долгих рассуждениях, есть иерархия, и иерархия отвечает. Как в бою, так и в обычной жизни вы должны быть спокойны, но в то же время исполнены решимости, писал Мусаси в книге «Пяти колец». Спокойствие и решимость – не противоречие. Это и есть зрелая дисциплина. Не рвать на себе рубашку, не давить через силу, не ломать себя криком. Тихо, ровно, методично. Делать то, что решено. День за днем, маленькими действиями. Упражняться в тренировках считалось полезным во все времена, и упражнение важно в любом деле, подтверждал Мусаси. Путь самурая – это не путь идеальных дней, это путь постоянного возвращения. Упал – встань. Отвлекся – вернись. Уступил – заметь это и сделай следующий шаг правильно, без самобичевания, без катастрофизации, без решения начать с понедельника. Потому что воин, который поднимается после падения в ту же секунду, не сломлен. Сломлен тот, кто лежит и убеждает себя, что ситуация безнадежна. Обладая сильным, ясным и не мешкающим духом, ты сможешь принять любое решение в течение 7 вдохов и выдохов, но для этого нужно быть настойчивым и готовым сокрушить все на своем пути, завершает Цунетома. Сокрушить не внешних врагов, сокрушить привычку торговаться с собой, привычку объяснять, откладывать, смягчать, делать исключения. И тогда, без громких слов, без торжественных обещаний, без внутренних барабанов, человек обнаруживает, что он уже давно движется туда, куда хотел. Не потому, что стал сильнее, а потому, что перестал тратить силу на войну с самим собой. Если видео понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи!